Канада – огромная и красивая страна. Я ехал сюда с небольшим скептицизмом, и оказалось совершенно зря. Здесь есть что посмотреть и что показать. В новом большом выпуске мы пролетим Канаду с востока на запад. Посмотрим Торонто, Ванкувер и очень красивые национальные парки Банф и Джаспер. Съездим на Ниагарский водопад, заедем на этой махине на ледник Атабаска, а на этой в гости к касаткам. Ну и не только к ним. Заскочим в недавно открывшийся каннабис-шоп и попробуем разобраться с легализацией в Канаде. Поговорим с ребятами, которые переехали сюда, и посмотрим, как они живут. Полетаем на гидросамолете над Ванкувером, покажем несколько прикольных мест и еще много чего интересного, о чем не расскажешь в коротком анонсе. Так что давайте собираться и let's go-шки. Да, было бы, конечно, неплохо иметь такой телепорт, но пока его нет, приходится летать. Поэтому сейчас наша любимая рубрика «Почем билеты касатик?». Билеты туда и назад мне обошлись $850. Еще примерно $300 – это внутренние перелеты. Итого $1150. Ну да, это Канада, вторая по величине страна в мире, так что расстояния здесь не маленькие. Но я, как обычно, покупал билеты очень поздно, примерно за 3 недели до поездки. А если вы более осмотрительны, чем я, и планируете путешествие заранее, то в Aviasales уже давно придумали штуку, которая очень облегчает жизнь путешественникам. Называется она «Продвинутая подписка». I don't have any cash, sorry. I'm not there to come in and buy. I don't have... But yeah, but I'm talking to camera. Look for something in your pocket. No. Some buy this. No. Why? Заходите в приложение Aviasales, кликаете на путешествие, выбираете город мечты, тут вы можете поставить лимит на цену билета, и сохраняете подписку. Все, как только авиакомпания выбросит на рынок самые дешевые билеты, Aviasales тут же оповестит вас об этом. Если не верите, можете проверить по ссылочке в описании. Ну а начнем поездку по Канаде мы с одного известного городка со шпилем. Друзья, ну и по хорошей уже сложившейся традиции, давайте в начале выпуска проверим ваш уровень знаний по Канаде. Ответьте на один простой вопрос, он традиционный. Столица Канады – это Ванкувер, Монреаль. Я не буду вас разводить так, как это сделал в Австралии, поэтому добавлю еще один вариант ответа. Или Торонто. Я надеюсь, что все ответили правильно, потому что правильный вариант ответа – это не Ванкувер, не Монреаль и даже не Торонто. Это Оттава. Как после этого доверять людям? Торонто действительно не столица, хотя и самый большой город в Канаде с агломерацией в 6 миллионов человек. Ну, погнали смотреть город. Первое, что бросается в глаза, так это то, что Торонто крайне похож на Нью-Йорк. Смотрите сами, здесь почти такие же полицейские машины, такие же знаки, желтые светофоры, школьные автобусы, городской транспорт, фудтраки с хот-догами. Архитектура почти один в один. Ну, вот небоскреб, а вот на тротуаре сопит бездомный. Ну, точно же Нью-Йорк. Именно поэтому Торонто очень часто играет роль Нью-Йорка в голливудских фильмах. Во-первых, снимать здесь значительно дешевле, чем в Америке. А во-вторых, декорации уже почти готовы. Обычно здесь меняют таблички с названием улиц, в Торонто они другого цвета, и вывески у входа в метро. И все, вылитый Нью-Йорк. В Торонто даже есть площадь, которая в фильмах играет Times Square, это Young Dundas Square. Здесь такое же дикое количество экранов и постоянные толпы. Еще одна популярная съемочная площадка в Торонто находится здесь. Из-за запрета на съемки в Гарварде, в фильмах обычно роль Гарварда играет Университет Торонто. Такой клевый кампус за пару лет превратит любого двоечника в медалиста. Короче, если выбирать правильные места для фотографий, то можно поездку в Торонто выдать за поездку в Нью-Йорк, и никто ничего не узнает. В Торонто есть несколько символов. Самый главный — это башня CN Tower высотой 553 метра, самое высокое сооружение в западном полушарии. Хоккейная команда Toronto Maple Leafs. В зале хоккейной славы, кстати, очень много исконно канадских фамилий. Хоккей вообще главный спорт в Канаде, несмотря на то, что баскетбольная команда Toronto Raptors в этом году стала чемпионом NBA. И невзирая на то, что национальным животным Канады является бобер, еще одним символом Торонто я бы назвал белок. Их здесь тысячи, если не десятки тысяч. Тут они главные животные на улицах и чувствуют себя настолько расслабленно, что едят не сидя, а по-царски, лежа.
Мы когда-то учили географию в школах по учебникам и контурным картам, но сейчас появился значительно более современный и, что очень важно, значительно более правдивый способ изучения страны. Да, друзья мои, это мемасики, так что сейчас будет мем-обзор Канады. Канада – одна из лидирующих стран в мем-индустрии, поэтому Google без труда выдает ценнейшую информацию по запросу. Главный мем – Meanwhile in Canada, то есть в это время в Канаде. Самая обсуждаемая вещь – это погода. Вернее, то, как холодно в Канаде. Этому посвящены основные шутки на тему Канады со стороны других стран. How cold can be in Toronto at winter? Minus 30? Minus 40 something. Minus 40? 45 sometimes. Да, в Канаде бывает очень холодно. И что интересно, сезонность здесь, очень условная. То есть зима, 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 бах, и практически сразу же лето. Разброс теплоустойчивости здесь тоже очень большой. Кто-то ходит в шубе и каракулевой шапке, а кто-то щеголяет в шортах. Поэтому главная тема местных разговоров – это погода, а не политика. В Канаде вообще не очень принято говорить о политике, потому что политика здесь, волнует людей только в двух случаях. Если это коснется их налогов, и если это коснется минимальной зарплаты, что в конечном итоге коснется их налогов. Короче, тут все сводится к деньгам. А политика на них, очень условно влияет, поэтому никто не говорит о политике. Все говорят о погоде. Следующая волна троллинга канадцев относится к их вежливости в любых ситуациях. Вроде «мне наступили на ногу, я не извинился» или «я не всегда извиняюсь, простите меня за это». Как я вам рассказывал, что американцы очень сильно извиняются, так вот забудьте. Это канадцы очень сильно извиняются. Американцы по сравнению с ними так. Слегонца сорькают. Именно канадцы употребляют фразу, ставшую уже мемом «I'm terrible sorry», типа «я ужасно извиняюсь». Канадцы такие вежливые, что даже надписи, которые оставляют хулиганы на тротуарах и стенах, здесь не хочется стирать. Люди в Канаде иногда могут совершать поступки, в которые нашему человеку крайне непросто поверить. Одна такая ситуация произошла в 2019 году в обычном супермаркете. Значит, в феврале в Канаде обычно празднуется День матери. В это время многие магазины не работают. Но в городке Кенсингтон двери вот такого же магазина Food Basics в течение всего выходного дня были открыты. То есть его просто забыли закрыть. При этом ни сотрудников, ни охраны там не было. Спустя сутки работники магазина пришли и обнаружили, что ничего из магазина не пропало. Некоторые люди приходили и уходили, а кто-то брал товары и оставлял денежки на кассе. Если вы думаете, что Кингстон — это тихая деревня, где все друг друга знают, то вы ошибаетесь. Это город с населением 120 тысяч жителей. Давайте по чесноку. Вот кто-то из вас может представить себе такую ситуацию в вашем родном городе? Я нет. Вот такие эти канадцы. Канада, как и Австралия, это страна эмигрантов. В год сюда эмигрируют до 300 тысяч человек. В одном только Торонто говорят на 180 разных языках. Это значит, что если на улице прислушиваться, то кто-то обязательно будет говорить знакомые фразы. Для того, чтобы понять, насколько лояльна к иммигрантам страна, достаточно взглянуть на эту фотографию. Это министр обороны Канады Харджит Саджан. Да, ребята, министр обороны Канады – это этнический сикх. Религиозные сооружения в городе также разнообразны. Здесь и англиканская церковь, и македоно-болгарская, и украинско-католическая, буддийские храмы, синагоги, и так далее. Своего национального происхождения здесь вообще никто не чурается, потому что все откуда-то понаехали. И каждый в своем квартале чувствует себя немного хозяином. Как этот китайский юноша из Чайнатауна. Самая большая славянская диаспора в Канаде – это украинцы. Больше 1 миллиона человек здесь имеют украинские корни. Среди них министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и генерал-лейтенант армии Канады Пол Винник. В Канаде у многих есть друзья или знакомые. Есть они и у меня. Это моя очень близкая подруга Юля. Они с мужем Леней живут в Канаде уже 11 лет. Сколько мы знакомы? 20? Страшно говорить на самом деле. Я думаю, больше 20 лет. И мы одноклассники. Я даже когда-то на свадьбу Юлии Александровны сделал им фильм. В общем, я делал фильм, когда это еще не было мейнстримом. Чуть позже мы съездим к ним в гости и посмотрим, как живут наши в Торонто. А пока давайте разберемся, что посмотреть в самом городе. Здесь нечего смотреть. Здесь на самом деле классные люди, но смотреть здесь нечего. Несмотря на то, что Торонто ежегодно посещает несколько миллионов человек, я бы не назвал его супертуристическим городом. Хотя, конечно, клевые места здесь есть. Я покажу вам 2 района, которые лично мне очень зашли. Первый из них это Кенсингтон Маркет. Это большой уличный рынок, образовавшийся в старом иммигрантском районе. Сейчас это очень пестрый и крайне фотогеничный район с яркими граффити, всевозможными сувенирными лавками и милейшими домами. Публика здесь под стать району.
Второй район — это Distillery District. Это старая винокурня, производившая виски, и 2 столетия назад бывшая самой большой в мире. Сейчас райончик — это кафе, рестораны, фотозоны, ну и просто отличное место для прогулки. Кстати, в Торонто можно поесть пиероги. Так смешно здесь называют пельмени. Я очень хотел показать вам Торонто с воздуха, но в городе целых 3 аэропорта и полеты на дроне здесь практически невозможно. Единственный способ хоть как-то показать даунтаун — сделать это со стороны озера Онтарио. Для этого направляемся в паромный терминал и берем билеты до центрального острова. Пресвятые белки, как же здесь клево! Центральный остров — это очень популярное место отдыха в Торонто. Кроме парка развлечений с разными аттракционами и домов викторианской эпохи, здесь просто огромнейшая территория для пикников и прогулок и места в первом ряду с лучшим видом на Торонто. После небольшого сеанса релакса, давайте вернемся к насущным проблемам страны и обсудим, пожалуй, главную новость прошлого года в Канаде. Канада стала второй страной в мире и первой страной Большой Семерки, в которой официально на территории всей страны легализовали марихуану. Канада вторая, а какая же первая? Ну и, скорее всего, подумали, что это Голландия. Амстердам, кофешоп и все такое, но нет. В Голландии марихуана технически запрещена, но декриминализирована, то есть хранение до 5 граммов марихуаны не считается преступлением, но фактически полиция в любой момент может конфисковать ее у тебя. Беспрепятственно употреблять в Амстердаме можно только в кофешопах. А вот первой страной, которая легализовала марихуану на всей территории, стал Уругвай. Да. Вообще, правовой статус марихуаны штука довольно запутанная, но вот список стран, где частично легализовали марихуану для рекреационных целей. Именно для рекреационных, потому что стран, разрешающих употребление марихуаны в медицинских целях, значительно больше. В США легалайз действует на территории 8 штатов и округа Колумбия, хотя по федеральному законодательству каннабис до сих пор запрещен. Но вернемся в Канаду. Отныне всем гражданам старше 18 или 19 лет можно употреблять марихуану в рекреационных целях, а также хранить до 30 грамм и выращивать до 4 растений дома. Здесь в Торонто уже открылись каннабис-шопы. И вот в самый первый, который открылся буквально месяц назад, 1 апреля 2019 года, я сейчас и собираюсь наведаться. Еще раз, ребята, мы ничего не пропагандируем, но официальный каннабис-стор в Торонто мы вам все-таки покажем. Есть такая штука, есть, ее грех не показать. Ну, с Богом, пошли. Я на самом деле удивлен, что здесь нет очереди, потому что в первый день официальных продаж здесь было довольно людно. Обычно очередь в магазин растягивается до конца улицы и сворачивает вот туда, за угол. У каждого на входе проверяют удостоверение личности. Значит, у меня проверили ID, удостоверились, что мне 18, чуть больше, и я в магазине. Этот магазин называется Honey Pot. В вольном переводе это что-то вроде соблазна. Honey Pot стал одним из 5 магазинов Торонто, который выиграл лицензию. Да, их здесь разыгрывали в лотерею, так как желающих было очень много. 1 апреля должны были открыться 5 каннабис-шопов, но успели открыться не все. Тех, кто не успел, канадское правительство оштрафовало. Ну, как бы ничего личного, но это бизнес, ребята.
Honeypot — это самый большой каннабис-стор в Торонто. Здесь 3 этажа, куча сотрудников и огромное табло с продукцией и прайсами. Если честно, чувствую, что ты пришел в какой-то модный хипстерский магазин, который только что запустил на рынок новую линейку товаров. Клевый дизайн, идентика, все так упаковано, тебе продают этот товар. И самое удивительное, что все это абсолютно легально. Демонстрационные, так сказать, товары красиво упакованы, на каждом есть маркировка с составом и описание аромата. Например, этот пряный, с древесными нотками и чуть-чуть сладковат. Консультант при необходимости поможет подобрать необходимый сорт, либо более седативный, например, для крепкого сна или расслабления, либо наоборот, более тонизирующий. Марихуану здесь можно приобрести практически в любом виде. So we have the oils, which either come in a spray or the tinctures, which you'll put under the tongue or on your cheek. And then we have the capsules, which come in 2.5 milligrams, and then we have them in 10 milligrams as well. So it's like a pill, yeah? Yeah. Да, здесь есть даже пилюли. А вот вейпорайзеров для смолы нет. То есть они есть но их нельзя выставлять на витрины, так как они содержат небольшое количество никотина. Еще раз, марихуана здесь на полках лежать может, а любое изделие с никотином нет. Вот такие вот законы в Канаде. How do people react, on the legalized? They love it. It's very strange for a lot of people because we've been waiting for it for such a long time. So a lot of people react with happiness because they finally have seen the day where you can actually buy weed legally instead of on the black market and have it such a secret. So it's like 100% official, Yep. And you're paying the taxes. Yep. So it's kind of like alcohol. Exactly, yeah. So hopefully over time the system will develop in a way that it'll be exactly like the alcohol system. По прогнозам правительства, пополнение бюджета Канады за счет налоговых поступлений от этой индустрии будет в районе $400 миллионов в год. Плюс легализация поможет справиться с черным рынком. Но вообще, со слов канадцев, которые спокойно относились к каннабису до принятия закона, легализация на них почти никак не повлияла. Открылись каннабис-сторы и окей. Как вы уже поняли, уровень толерантности в Канаде, как в одной из самых развитых стран в мире, очень большой. В даунтауне, например, ходят белые воротнички, а просто под ногами спит бездомный, и его никто не трогает. То же самое и в модной кофейне. В Торонто достаточно много вот таких вот шелтеров. Приютов для бездомных, где их 3 раза в день кормят, лечат от наркозависимости и предоставляют психологическую помощь. Обязательная деталь – желтые ящики для использованных игл возле входа. Во время сильных морозов Торонто вот в такие шелтеры забирают бездомных насильно, чтобы они не замерзали на улице. И, что интересно, эти бездомные потом судятся с муниципалитетом за то, что их насильно забирали в такие вот приюты, потому что это нарушает их конституционные свободы перемещения. На камеру в руках в таких районах все реагируют довольно агрессивно. И что самое удивительное, такие вот веселые райончики находятся в 2 минутах от довольно опрятной застройки. Как живут 2 этих разных мира в Торонто, понять довольно непросто. Выхожу на улицу вечером первый раз и смотрю, фонари, а лампочки синие, темно-синего цвета. И думаю, так странно, еще все выглядят такие голубенькие, как будто бы привидения. Думаю, что такое? Потом начали спрашивать, а нам сказали, это потому что очень много наркоманов. И синие фонари для того, чтобы наркоманы к нам в двор не приходили. И потому что они при синих фонарях не видят свои вены. То есть они не могут там колоться. Кражи в благополучной Канаде тоже, к сожалению, не редкость. It was in the locker next to my condo. Somebody broke into it and stole my bike, my motorcycle, and my 2 camera bags. All in all, everything was worth more than $50,000. But luckily I had insurance. So I just talked to the agent this morning and they're gonna cover me. And the insurance happened by chance because when I got with my car, they tried to upsell me home insurance. And, oh, it'll cover your belongings even in your locker. And I said, how much? It is $7 extra per year. I said, put me on it. And in March, I think it was God. I'm pretty sure. God save me. При всем при этом в Торонто царит довольно миролюбивая атмосфера. Вот, пожалуйста, я пришел позавтракать, здесь завтракает полиция, все друг с другом здороваются. Hello, how are you, enjoying your meal, бла-бла-бла. Люди здесь очень дружелюбные, это правда. Это прям чувствуется вот с первого часа нахождения в этом городе и вообще в этой стране. Как вы уже, возможно, заметили, в Канаде пришлось особенно много говорить по-английски. Поэтому я продолжаю вас знакомить с учителями сервиса Cambly, с помощью которых я подтягиваю свой разговорный английский. Напомню, что Cambly — это видеочат с носителями языка и партнер этого выпуска. На этот раз у меня был видеочат с канадской девушкой по имени Ясмин из Монреаля.
Ясмин – второй пилот в небольшой авиакомпании и в свободное время общается с такими же, как и я, на платформе Cambly. Я прямо кайфанул от разговора с Ясмин, так что в Cambly действительно можно найти интересных личностей из разных стран, общаться с ними на разные темы. И при этом, что очень важно, подтягивать свой разговорный английский. В Cambly можно выбрать отдельные курсы, от разговорных и грамматических основ до, например, прокачки словарного запаса в бизнес-сфере. И да, здесь можно найти не просто бизнес-теоретика, а человека, у которого есть реальный опыт ведения деловых переговоров. Если в прошлый раз вы так и не решили записаться на пробное занятие, ссылочка в описании. А по промокоду КАСАТИК первые 15 минут занятия бесплатные. Короче, начинайте учить язык. Это очень нужная штука. Возвращаясь к Торонто, он оставил у меня довольно противоречивые впечатления, но я не могу сказать, что город мне не понравился. В последний день я нашел бар на 51 этаже с отличным видом, по традиции записал вечерний таймлапс и прямо кайфанул. На этом с Торонто можно заканчивать, но есть еще несколько важных вещей. Первое – это заехать в гости к ребятам, чтобы посмотреть, как выглядит канадский дом в пригороде Торонто. В семье Сокол 2 детей, автомобиль, ну и, собственно, дом. Это так называемый дуплекс, то есть за стенкой здесь соседи. В доме пару спален, пару детских, еще несколько комнат и цокольный этаж, где тоже есть комнаты, и небольшой задний двор. Стоит такой дом примерно... От 1 миллиона до 1 200 000. Это в канадских долларах. Теперь пару слов об атрибутах, которые есть почти всегда в здешних домах. Лёня, я нашла твой второй носок, малыш. Первая штука — это гриль, он есть вот тупо у всех. Номер 2 — это снегоуборочная машина, и это далеко не изыск. Вот сейчас Лёня показывает уровень снега, который может выпасть здесь зимой за 5-6 часов. Ну а что это такое? Попробуйте догадаться сами. В общем, это пылесос. Приносишь пылесос со шлангом, вставляешь туда, нажимаешь на кнопочку и пылесосишь. Чтобы пылесос, сам агрегат не носить по всему дому, он стоит в гараже, то есть вот тут вот. И такие дырки по всему дому. Центральный пылесос называется. Как это обычно бывает, во время семейного ужина рождается истина. В Канаде по сравнению с другими странами скучно, но чисто. Я не мог улететь из Торонто, не посмотрев один из самых известных водопадов в мире. Он находится в 2,5 часах езды от города, прямо на границе с Америкой. И это вот уже американская, вон американский флаг, все там Америка. Наша часть это вот где мы сейчас. Чья ваша, Юля? Ты откуда вообще? Сейчас, друзья, давайте я покажу вам, как выглядит с очень близкого расстояния Ниагарский водопад. Вот где-то там, за слоем брызг, и находится Ниагарский водопад. Самый мощный водопад Северной Америки. Как оказалось, то, что мы знаем как Ниагарский водопад, на самом деле не один водопад, а 3 водопада. Американский, вот этот большой, Фата невесты, чуть поменьше, и Хоршу, то есть подкова. Самый большой, наверное, про него зачастую говорят, что Ниагарский водопад. В высоту он 53 метра, а в ширину почти 800. Несмотря на довольно частые сообщения, Ниагарский водопад замерзал всего лишь дважды в современной истории. В 1848 и в 1912 годах. Честно, после Исландии на водопады ты смотришь довольно спокойно, но Ниагара — это мощненько. Вопрос, который рано или поздно возникает при взгляде на эту махину, можно ли попасть в водопад и остаться при этом в живых? Ответ – да. Попытки спуска с водопада начались еще 2 столетия назад. Это Бобби Лич, который прошел Ниагарский водопад в стальной бочке. А это англичанин Чарльз Стивенс, он прошел водопад в деревянной бочке с наковальней внутри для балласта. Правда, после погружения все, что осталось в бочке, это его правая рука. Самого экстремала так и не нашли. А этого человека зовут Кирк Джонс. 20 октября 2003 года он стал первым в истории человеком, прошедшим водопад без какого-либо снаряжения. Позднее он признался, что просто хотел совершить самоубийство. По злой иронии, в 2017 году он решил повторить свой удачный трюк, на этот раз в надувном шаре. И тут ему не повезло. Его тело нашли в 19 километрах ниже водопада. В общем, после падения с Ниагарского водопада выжить можно, но лучше не пробовать. Ниагара Фоллс — это развлекательный центр, как с американской, так и с канадской стороны. Здесь есть казино, рестораны, парки и большая смотровая башня. Курорт, в общем. Но давайте не тратить на все это время, потому что впереди значительно более интересные вещи. Не хочу долго задерживаться в городе, поэтому сейчас у меня 4-часовой перелет в город Калгари, а вот рядом с ним находится главная туристическая изюминка Канады. Целых 2 национальных парка – Банф и Джаспер. Посмотрим, что оно такое.
on gas, or do you like something small enough to drive anywhere, or? Yeah. So we can do this one. Thank you so much. Alright, nice to see you. Thank you. Have a good day, sir. Enjoy. Первый раз меня спросили, какую машину вы хотите. Такую или такую? Можем дать вам побольше, но она жрет больше бенза. А вот это вот самый раз. Блин, ну приятно. Итак, мы с вами в провинции Альберта. Здесь находятся одни из наиболее посещаемых национальных парков не только в Канаде, но и вообще в мире. В них есть абсолютно все. Горы, озера, ледники, нереальная дикая природа. Короче, это настоящий природный амфитеатр. Здесь есть чем поживиться человеку с видеокамерой. I'm gonna stay 4 days here, so... Okay. One adult would be $39. Въезд в национальные парки платный. За эти деньги ты получаешь пропуск, путеводитель по достопримечательностям, отличные дороги с эстакадами для животных и подъездные пути ко всем самым интересным точкам на маршруте. Огромнейший плюс – вдоль дорог практически нет построек. Не тянутся линии электропередач, в общем, даже за рулем у тебя полное ощущение единения с природой. Начинаем мы с национального парка Банф, старейшего в Канаде. Кроме знаменитых скалистых гор Rocky Mountains, Банф, как и вообще вся Канада, на весь мир известен своими озерами с феноменальным цветом воды. К одному из таких озер, которое называется Лейк Луис, я отправился в первую очередь. Как вы понимаете, люди сюда приезжают не только на кемпервенах. Капец, заехать на Ламборгини в горы, это ж надо, а? Ну что ж, вот и первый облом. Вот так озеро выглядит на картинках. А вот так оно выглядит сейчас. Озеро находится на высоте 1,5 километра над уровнем моря. И если во всей остальной Канаде май, то здесь еще где-то начало марта. Но это не беда, потому что недалеко от Лейк Луис находится еще одно озеро. Возможно, самое красивое озеро в Канаде. Морейн. Черт. Я был в Канаде в середине мая, но для этих мест это оказалось слишком рано. Часть озер, которые находятся невысоко в горах, уже оттаяли, но вот высокогорные были еще во льдах. К этому озеру можно было бы добраться пешком за 3 часа. Дорога уже была расчищена, по ней даже катались велосипедисты, но само озеро находится вот там, высоко за горой, и оно до сих пор в замерзшем состоянии. Так что мне не остается ничего другого, как показать вам, как выглядит озеро Морейн летом. Это видео снимал мой приятель Леша Горохов через месяц, 15 июня. И видео без какой-либо цветокоррекции, это реальный цвет озера. Have some food, brother. Sorry? Have some food. This is some shrimp, and this is jackfruit. I'm not sure if you know what jackfruit is with shrimp paste. It's from Philippines? Yeah. Ну, хоть какие-то плюсики есть. Вот так ни с того ни с сего обычные ребята с Филиппин, которые точно так же обломались с озером, накормили меня обедом. Чертовски приятно. Люди! Это самое прикольное, что ты всегда выносишь из путешествий. Теперь по поводу Банфа. Знаете, у каждого человека есть свои места силы. У кого-то это дача, у кого-то Фиджи. А вот лично мое место силы похоже на этот национальный парк. Я в таких местах по-настоящему отдыхаю душой. Здесь, пожалуй, есть все для хорошей перезагрузки. Горы, реки, водопады, горные тропы и нереальная природа. Ну, и дороги, конечно. Туристический центр национального парка – это город Банф. Банф – маленький городишко, построенный у подножия Rocky Mountains. Меня вот честно всегда интересовало, как люди живут в таких городах. Вот по прошествии времени они продолжают сходить с ума от такой красоты или уже привыкли? Просто представьте, что вы живете в таком городе. Ну это же рехнуться можно.
Как вы уже, возможно, заметили, через Rocky Mountains проложена железная дорога. О ней сейчас и пойдет рассказ. Я думаю, что вы уже успели заметить, я очень люблю поезда. И не обычные поезда, а поезда в разных странах, которые сильно отличаются от наших. И здесь, в Канаде, конкретно вот здесь, в Банфе, есть тоже один очень особенный поезд, о котором я сейчас расскажу. Вот так выглядит здешний железнодорожный вокзал снаружи, но внутри он значительно поинтереснее. В общем, вот так, ребята, выглядит железнодорожный вокзал здорового человека. Здорового и очень богатого. Дело в том, что здесь ходит довольно элитный поезд, который называется Rocky Mountaineer. Самый дорогой билет на этот поезд на 7 дней стоит больше 7000 канадских долларов. То есть примерно вот столько. Поезд следует из Калгари в Ванкувер, проходя через самые красивые места Банфа и Джаспера. Пассажиров встречают красные дорожки, трапы и автобусы, которые отвезут их в гостиницу. В поезде никто не ночует. В общем, это что-то вроде круиза. How was the trip? Fantastic. Really? Very, very good. Is it worth it money? Absolutely. Really? Yeah, yeah. I would thoroughly recommend getting the Gold Leaf service over the Silver service. А теперь самое интересное. В этом поезде сейчас около 500 пассажиров. Но сейчас низкий сезон. Где-то в августе или в сентябре здесь будет 1000 пассажиров. В одном поезде 1000 пассажиров. Доходы компании, короче, считайте сами. Как и просили. Но перед тем, как раскладываться, одна хорошая традиция. Перед выездом в Джаспер я успел заснять несколько кристально чистых озер, которые еще не замерзли. Зацените прозрачность воды, она же как зеркало. Ну, в общем, история следующая. В Исландии я уже показывал вам ледники, но показывал их издалека. В Новой Зеландии я к ним так и не доехал. В Канаде пришло время познакомиться с ними поближе. Конкретно с этим, ледником Атабаска. Я бы даже сказал, максимально близко. Здесь, в Джаспере, можно заехать на ледник вот на этой здоровой махине Ice Explorer. На нем установлены огромные шины с пониженным давлением. Каждая стоит около 5000 долларов. Для сравнения, вот подросток рядом с колесом. Таких машин было построено всего 24. 2 из них до сих пор работают на арктических станциях, а остальные 22 здесь, на леднике Атабаска. Управлять такой дурой крайне сложно. Посмотрите, сколько усилий нужно приложить водителю, чтобы просто повернуть. Вес одной машины 25 тонн, а максимальная скорость целых 18 км в час. Но зато вездеход может спускаться с очень крутых спусков по 30-40 градусов. Наша цель находится всего в паре километров от парковки, так что каких-то 20-30 минут на максимальной скорости, и ты на леднике Атабаска. Это маленький шажок для человека, но огромный шажок для большого выпуска. Мы на леднике, ребята. Ледниками покрыто больше 10% суши. Кроме того, в них содержится 2/3 всех пресных вод на планете. Но они интересны в первую очередь тем, что являются достаточно крутыми архитекторами. По сути, ледник — это гигантский бульдозер, который очень медленно, но очень четко формирует весь ландшафт, который находится здесь.
скалы, все эти отвесы, огромная долина, все это было сделано ледником. Ледник тает и уменьшается в размерах. За последние 125 лет он потерял половину своего объема. Вот так он выглядел 100 лет назад, а вот так он выглядит сейчас. Чтобы понять масштабы ледника и темпы, насколько быстро он уменьшается в размерах, достаточно посмотреть вот на ту скалу. То есть вот этот маленький кусочек ледника на скале, все это раньше было одним ледником. То есть можете себе представить, какая высота этой махины? Я думаю, что он был метров 700 или даже 800, а может быть и больше. Ну и пару слов о безопасности. Мы знаем, что ледники вообще таят в себе огромную силу. То, что произошло в Кармадонском ущелье, когда погиб Сергей Бодров-младший, это на самом деле не единственный случай, когда люди гибли из-за ледников. Несколько лет назад в Новой Зеландии группа решила сама просто в самоволку пойти на ледник, а они провалились и погибли. Именно поэтому здесь очень небольшая территория, она ограждена, ну и, соответственно, контролируется специальными службами, чтобы понимать, что вообще происходит с ледником, насколько сильно он тает, и есть здесь вообще опасность для туристов. Кроме ледника, здесь можно также посмотреть на мост, возвышающийся на высоте 280 метров над ущельем. И не только посмотреть, но и походить по нему. Пол у моста стеклянный, так что некоторым ходить довольно непросто. А еще над ледником плавают облака очень странной формы. Я вот, честно говоря, такого никогда не видел. Вообще, Банф, кроме ледников, знаменит огромным количеством диких животных, которые тебе встречаются просто на дороге. И для этого ничего специально делать не нужно. Просто едешь и видишь животных. А рядом с ними автомобили, ну и туристы с камерами. Короче, здесь народная примета. Если видишь машины, которые стоят вдоль обочины, то надо по-любому останавливаться, потому что где-то в радиусе там 15-20 метров находятся дикие животные, которые всех фотографируют. Но главным объектом фотоохоты является вовсе не олени, которых здесь очень много, а он – канадский гризли. Некоторые туристические тропы весной закрыты, а вход в них преграждают вот такие таблички. Чтобы вы понимали уровень проблемы, в местах для пикников на столах прикручены памятки, как вести себя в случае встречи с медведем. Не бежать, спокойно идти к машине, взять с собой сухое нижнее белье и не оставаться одному. Ну, про сухое белье я добавил уже лично от себя, а все остальное это реальные правила. В общем, медведи здесь есть. Осталось их найти и заснять, и я очень настроен сделать это. Короче, как бы это странно ни звучало, но я еду искать медведей. Три часа поисков и 0 результата, вообще никаких медведей, поэтому я решил продолжить на рассвете. Заехал в ближайший город, снял номер в гостинице, который называется «Спящий медведь», и потратил оставшееся время на подготовку. Всего полчаса поиска и первая удача. А вот и он, ребята. «10 метров от меня в дикой природе настоящий канадский гризли». Этот медведь получил прозвище гризли изначально за свой окрас, но само слово гризли на английском также означает «страшный», наводящий ужас. Его репутация как животного, охотящегося на людей, это не более чем миф. Вот такие вот лесные гризли в большей степени вегетарианцы и падальщики. В этих частях Канады они подпускают человека на достаточно близкое расстояние, главное им не мешать. Самое лучшее объяснение на тему опасности медведей дал какой-то писатель. Он сказал, что медведи, что человек для медведя это как скунс. Он как бы может его немного раздражать, но он ему не интересен. Поэтому если не лезть на рожон, если медведь не голоден, и если он не ест, и ты его отвлекаешь, то в принципе проблем быть не должно. Честно говоря, не хочется проверять, но поверим писателю этому на слово. Фотка на память. После короткой фотосессии гризли спокойно удалился в лес. Блин, круто! Так выглядит лицо довольного человека. В дальнейшем я встретил еще несколько медведей, которые на расслабоне жевали травку на склонах местных гор в окружении ребят с фотокамерами. И еще одного экземпляра, который создал небольшую пробку на дороге.
Итог по Банфу и Джасперу. Если любите дикую природу, то эти места нужно посетить обязательно. Единственное, чтобы видеть нереальной красоты озера, а не лед, учитывайте сезонность. По-моему, пора посмотреть Ванкувер. У меня есть хорошая традиция. В первый день в новом городе ты должен сам хорошенько протоптать его собственными кроссовками, рассмотреть в деталях и сделать какие-то первые выводы. В Ванкувере я предлагаю вам это сделать вместе со мной. В Ванкувере есть однозначно свой дух. Куча стильной молодежи на улицах, музыканты. Все как водятся на расслабоне. А еще в городе очень клевые туристические автобусы. Олдскульные такие. Ванкувер похож то на город викторианской эпохи, то на Амстердам, ну и на Нью-Йорк, конечно. Но больше всего Ванкувер взял от Лос-Анджелеса. Здесь есть свой а-ля голливудский бульвар со всеми атрибутами типа спящих бездомных и попрошаек с креативными табличками. Let me take your picture. Look. Hang on. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Good boy. Good boy. Pick it up. Let's go. Come on. Pick it up. Bye, see ya. Короче, первое впечатление от Ванкувера — вот огонь. Супер атмосферный, тусовочный и очень приятный город. Но, как говорится, не без ложки дегтя. И это касается цен. Мне довелось жить в очень дорогих гостишках, где номер в сутки стоил больше 20 тысяч долларов. И единственный вывод, который я сделал для себя, это то, что когда ты путешествуешь один, смысла в дорогих гостиницах нет. Поэтому я всегда беру себе самые бюджетные варианты, где можно... Ну, мне нужен, по сути дела, только ночлег. Но здесь, в Ванкувере, даже с таким бюджетным жильем у меня возникли, существенные проблемы. Я взял себе самый бюджетный вариант из тех, что были в центре. И вот что мне это стоило. Это, правда, цена в канадских долларах, и в нее включен залог 200 баксов. Но все равно, это довольно дорого. Давайте я покажу вам, что именно ты получаешь за эти деньги. На самом деле все класс, за исключением одного момента. Здесь нет ни душа, ни туалета, потому что это гестхаус. То есть почти за 400 долларов в Ванкувере ты можешь снять себе только гестхаус. В Польше за такие деньги я бы в золоте купался. Дело не только в гостиницах, а в цене на недвижимость в целом. Перед вами ежегодный отчет Global Living 2019 года, на котором представлены города с самой дорогой недвижимостью в мире. Первое место, как обычно, у Гонконга, второе — Сингапур, третье — у китайского Шанхая, а вот на четвертом месте, ну и вы уже догадались, именно Ванкувер. И самое интересное, что в этом рейтинге он обошел Лондон, Париж, Лос-Анджелес и даже Нью-Йорк. Средняя стоимость квартиры в Ванкувере сейчас составляет 815 тысяч долларов. Собственно, дороговизне земли в этом городе посвящены многие канадские мемы. В городе очень много дорогих машин, их количество реально сравнимо с тем, что я видел в Дубае. Из серии как-то за 10 минут я видел 5 разных Lamborghini. То же самое с элитными кварталами. Кроме дорогих машин, здесь небоскребы, много зелени, много яхт. А у уточки здесь не просто свой домик, а собственный фонтан. Фонтанов, кстати, здесь тоже валом, и это касается не только элитных районов, но и вообще всего города. Крайне интересный факт. Даже в самых элитных районах нельзя строить дома выше определенной высоты. Это специальная программа муниципалитета Ванкувера по защите вида. Считается, что жители любого района Ванкувера должны иметь возможность видеть горы. И здания в даунтауне, соответственно, не должны им мешать. Конкретно с этой точки видно не очень, но все поправимо.
невероятно красивый город. Пришло время рассказать вам еще несколько фактов о нем. Ванкувер часто называют Северным Голливудом. Этот город является вторым в Северной Америке после Лос-Анджелеса в производстве телевизионных сериалов и третьим после Лос-Анджелеса и Нью-Йорка в производстве художественных фильмов. В Ванкувере куча актерских школ, киностудий и объявлений о кастинге актеров. Причин, по которым кино снимают именно в Ванкувере, несколько. Во-первых, это налоговые льготы. Муниципалитет возвращает до 30% налога со съемок. Плюс оказывает содействие в организации процесса. А во-вторых, Ванкувер находится прямо рядом с Лос-Анджелесом. Здесь 1 часовой пояс и всего лишь час лету. И чтобы, так сказать, не быть голословным, давайте покажу вам несколько локаций Ванкувера, которые вы могли точно видеть в очень известных голливудских фильмах. В фильме «Миссия невыполнима 4» герой Тома Круза бежал по Мумбаи, хотя на самом деле это была площадь возле конвеншн-центра в Ванкувере. Начальные титры фильма «50 оттенков серого» снимались в ванкуверской марине, на фоне яхт и дорогих кварталов. И, наконец, «Дэдпул». Сцена с приземлением на парашюте была снята вот здесь, а щит дорисовали. А для съемок этой сцены виадук Джорджии перекрывали в течение 2 недель. Из того, что сейчас снимают и будут в ближайшее время снимать из сериала в Ванкувере, это, во-первых, «Видоизмененный углерод», достаточно популярный сериал, 4-й сезон Ван Хельсинга и, наконец, «Барабанная дробь». Здесь будут снимать продолжение «Беверли-Хиллз 90210». Ты же смотрел этот сериал в детстве, я знаю. Нет? У тебя не было детства. Найти съемочную площадку в Ванкувере проще простого, их иногда стоит по 3-4 поста на одной улице. Сначала ты находишь вот такой вот яркий знак. Где-то возле него будет запаркована вереница трейлеров с оборудованием. И вот, пожалуйста, съемочная площадка какого-то фильма. Эти ребята, конечно же, не сказали, что именно они снимают, но они снимают кино и снимают кино для Netflix. Что именно, черт его знает. Вряд ли мы когда-то узнаем, потому что снимается все внутри, поэтому попасть туда, конечно же, нельзя. Superstars? There's one, I'll Star. say. Yeah. Okay. One that's pretty well known. Вот теперь и думай, кто это, Брэд Питт или Павел Деревянко. Ну... Какую-либо информацию по съемкам здесь вообще выудить довольно сложно. Здорово, привет. Это Леша. Он живет в Ванкувере уже больше года и тоже работает в индустрии. Работаю в фильм-индустрии, занимаюсь производством визуальных эффектов для кино, телевидения. Да, у меня вот жена работает тоже в VFX-индустрии, делает эффекты для больших фильмов. И даже я не знаю, над чем она работает, потому что у них подписаны очень серьезные контракты, NDA называется, по которым нельзя вообще ничего разглашать, и все фильмы производятся под секретными названиями. То есть, возможно, там какой-то делается Бэтмен, а он называется как-нибудь... Колобок. Да, «Колобок 4». С набитой руки работника визуальных эффектов я могу на простом примере показать вам, как из канадского Ванкувера в голливудских фильмах делают американские города. Допустим, если взять такой Элли, добавить туда башню из Сиэтла, то сразу Ванкувер превращается в Сиэтл. Ты можешь такое сделать? Да. Вот оригинальное видео, это обычный переулок в Ванкувере. А это уже больше похоже на Сиэтл. Если немножко дыма добавить, желтую трубу, будет сразу Нью-Йорк. Про Ванкувер часто говорят, что это город, который никогда в фильмах не играет себя. Надеюсь, что теперь вы понимаете, как это делается. Этот город производит впечатление почти города мечты, хотя жить здесь, конечно, довольно недешево. Допустим, мобильный телефон, когда у тебя стоит $100 в месяц, и интернет стоит еще 100. В общем, все по 100 в Ванкувере. Да, с коммуналкой, кстати, очень круто. Вода из крана питьевая, за отопление... Короче, ни за что мы не платим, кроме электричества. Почему? Потому что это все входит в арендную плату, а вода идет с гор. Мы платим за квартиру, то, что мы заплатили, это вот вся сумма. Кроме этого, вот мы платим только за электричество. Причем цена на электричество очень низкая, и даже я вот знаю, когда этот бум начался майнеров, которые майнили там биткоины и все такое, были люди, которые специально переезжали в Канаду, потому что одно из самых дешевых электричеств в мире. Примерно мы платим там $20 в месяц, наверное, за электричество, и это все. Леша с семьей снимает квартиру в районе Саус-Гринвилл, в 7 минутах езды от даунтауна. Такая квартира стоит около $1500 в месяц. Снимать квартиру в Ванкувере вообще значительно дешевле, чем покупать. Как обычно, на чужбине человека начинает мучить ностальгия, поэтому мы сегодня на обед едим вареники. С картошкой! Лешин сын учится в местной школе. Фотография класса, которую вы сейчас видите, самая наглядная социология канадского общества.
я когда увидел Ванкувер, я понял, что вот это то место, где я хочу жить. И если это соединить с тем, что вообще Канада, насколько она открыта для людей, я понял, что здесь я хочу жить. Для меня самое важное, что вот я здесь понял, work and life balance, то есть баланс работы и жизни, он как бы общепринятый в обществе. И даже, скажем, из примеров, что в офисе ни у кого нет мобильных телефонов друг другу. У меня есть какие-то там подчиненные в офисе, и человек, допустим, у него рабочий день закончился, он ушел, я его не могу набрать на телефон, сказать: эй, чувак, вернись, надо доделать. Все, он ушел с работы, у него рабочий день закончился, он ушел. То есть, и это private space. У Лёхи, кстати, есть свой канал о жизни в Ванкувере, так что если вам интересно, ссылка под видео. Разобраться со всеми особенностями здешней жизни в один приезд непросто. Но Канада оказалась гораздо интереснее, чем я думал до приезда, а Ванкувер — это вообще теперь один из любимых городов. Здесь есть на что посмотреть. И одна из первых вещей в списке — это, конечно же, касатки. После переодевания ты с группой, которая больше похожа на астронавтов НАСА, пакуешься в вот такую вот быстроходную лодку. Такие же используются полицией и морским спецназом. Топит она довольно прилично, так что 1 час пути, и ты в бухте, где все высматривают касаток. Собственно, вот они. Выныривают, как группа синхронистов. Снимать касаток крайне сложно. Во-первых, ты никогда не знаешь, где они всплывут. А во-вторых, по канадским законам к ним нельзя приближаться ближе, чем на пару сотен метров. Поэтому снимать приходится очень издалека. Но иногда что-то интересное в кадр все-таки попадает. Зачастую ты слышишь, ты отворачиваешься, слышишь, понимаешь, что что-то ты только что трал. Касатки бьют хвостом по воде, чтобы оглушить и дезориентировать рыбу. Их хвост настолько мощный, что они могут подбрасывать им тюленей на несколько десятков метров вверх. На лодке их можно даже послушать, здесь есть специальные микрофоны, но вот в этот день они были не особо разговорчивы, поэтому лично я ничего не услышал. Самая большая печалька — это то, что камера, тем более с такого расстояния, вообще не передает эмоции от лицезрения касаток. Если честно, это настолько круто, что уезжать не хочется, хочется еще побыть здесь, хотя бы часик. А еще на обратном пути случайно довелось заснять очень редкую птицу. То, что справа. Это белоголовый орлан, гербовое животное Америки. Ну и напоследок я бы хотел показать вам Ванкувер с воздуха. На момент выхода этого видео в Канаде любительские полеты на дронах уже запрещены. А в мае, когда я был в Ванкувере, летать на дроне было еще можно, но не выше 90 метров. Ну а с такой высоты особо ничего не покажешь. К счастью, здесь есть общедоступный способ обозрения города с воздуха. Это гидросамолеты. Здесь, в Ванкувер-Харбор, находится взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ну как полоса, это просто кусок залива, где ходят круизные лайнеры и взлетают гидросамолеты. Авиакомпания-оператор Harbor Air — это одна из самых крупных в мире авиакомпаний, работающая на гидропланах. Она располагает флотом из 40 гидросамолетов и ежегодно перевозит 500 000 пассажиров. Причем это не просто прогулочные рейсы, а и регулярные пассажирские, отсюда летают даже в Америку, в Сиэтл. Посадить гидросамолет сложнее, чем обычно, из-за того, что водная гладь бухты, ну как бы не всегда является гладью, так что пилоты здесь особой квалификации. Ладно, хорош рассказывать, давайте пробовать. Looks like a pretty serious operation here. Yeah, kind of.
Когда я летел в Канаду, я честно переживал, что мне нечего будет здесь снимать, и я очень рад, что ошибся. Банф и Джаспер — это прям лобзиком по сердцу. А самым неожиданным открытием стал Ванкувер. Очень клевый город. Но так как Канада — это вторая по размерам страна в мире, то в этом большом выпуске не показаны и проценты того, что в ней есть. Так что приезжайте. Здесь есть на что смотреть и от чего кайфовать. И вообще путешествуйте. Оно того стоит.